Здравствуйте. Сегодня самое модное – дрон. У него эстафетная палочка прогресса. Прежде всеобщего поклонения и массовости добивался патефон, автомобиль, холодильник, телевизор, видеомагнитофон, ноутбук, мобильник. Теперь все внимание на дронах. В них начинают разбираться не только очкарики, но и домохозяйки, дети, священники, бабушки. Все вокруг знают типы, виды, модели дронов, смотрят про них телевизор, читают новости в газетах, следят за премьерами новых моделей, ждут новостей о полагающихся технологических прорывах, знают на слух, на глаз, не путают. Дронами воюют, доставляют грузы, устраивают шоу, играют, развлекаются. На оператора дронов учат в детском саду, в школе, на курсах, в институте, в ополчении, в армии, в кружках «Здоровое долголетие». Оказаться на войне дрон планировал в последнюю очередь. Его первой задачей была съемка в красивом ракурсе. Его полезная нагрузка – GoPro. Дрон заменил съемочный кран, вертолет, привязанного к дереву оператора с кинокамерой и помог долететь и подробно рассмотреть там, куда Макар телят не гонял. Потом дрон вырос, возмужал, окреп и смог взять с собой почтовую посылку. Он стал главным участником всемирной проблемы «Последняя миля». Когда покупка совершается не вставая с дивана, кто-то должен организовать доставку на крыльцо, и тут дрон очень пригодился. Затем дрон пошел в разведку, научился отличать танк от стога сена, передавать данные в тыл. А потом взял с собой взрывчатку и полетел воевать, из друга превратившись во врага. Всемирное обожание сменилось настороженностью, затем испугом. Произошло как с сотовым телефоном. Поначалу он был лучшим другом, а потом в нем поселилась ФСБ, ЦРУ, Ми-6, Моссад. Телефон стал шпионом, стукачом, доказательством в уголовном деле. Мирный дрон стал военным. Если в небе шумит, вряд ли это съемка. Скорее всего, сейчас взорвется. Звук мотоцикла посреди ночи срабатывает как сигнал воздушной тревоги. Шелест электровентиляторов бьет по нервам не хуже щелчка предохранителя. Дроном трудно обрадовать, зато можно сильно испугать. Еще недавно дроны улыбались, теперь в него целятся. Вновь востребованной стала стендовая стрельба по тарелочкам. Прежде этот навык имитировал охоту на гуся. Теперь гусь научился давать сдачи, сам охотится на стрелка, и надо срочно учиться стрельбе с упреждением. Дрон не друг, дрон враг. И тут очнулась ГАИ России. В полицию умных стараются не брать, а в ГАИ подавно только жадных. Основная задача ГАИ – сбор денег с населения и передача их эстафетой наверх. Эта старорежимная вертикаль не меняется столетиями, существует с домонгольских времен и даже закреплена в московской топонимике названием улиц Зацепа и Щепок. Чтобы отбирать у водителей деньги, не надо ни ума, ни образования, ни интеллекта. Все еще достаточно палки, пистолета и знака 40. И тут вдруг всемирная мода на дроны. Они везде и у всех, значит, должны быть и в ГАИ. Хотя бы ради того, чтобы украсть на их закупки. Если повезет, получится сделать дирекцию по внедрению, управлению, применению дронов, посадив на кормление дочку, внучку, жучку. Старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации Михаил Котов воздвигся в информационном пространстве и доложил стране. По итогам 2022-2023 годов беспилотниками выявлено около 35 тысяч нарушений. Для сравнения, за 2022 год водители в России нарушили ПДД 201 миллион раз. В 2023 году ГАИ зафиксировала 237 миллионов нарушений. То есть за 2 года ГАИ выявила 438 миллионов нарушений правил дорожного движения, из них 35 тысяч при помощи дронов. Модную тему ГАИ осваивает медленно, обстоятельно, не торопясь. Но, судя по смешным результатам, в основном на воровстве при закупках. ГАИ всегда опаздывает, и любое нововведение реализует самый последний. Зато, взявшись, не отпускает. Главное препятствие в освоении дронов
они не приносят наличные. Доход от них косвенный. Дрон не подлетит к водителю и не начнет обнюхивать, подбрасывать или рыться в багажнике. Поэтому дроны в ГАИ нужны ради штата, должностей, зарплат. То есть кормящими они не станут. А вот мишенью станут. Население охотно давит камеры фото-видеофиксации, стреляет по дорожным знакам и не откажет себе в удовольствии поохотиться на такого гаишного гуся в небе. Реформа такси началась в России в нулевые годы только ради борьбы с частным извозом. Шахид на обглоданных «Жигулях», дедушка на опрятной «шестерке», инженер вне работы на «девятке» везли к метро быстрее маршрутки, стоили недорого, были круглосуточными. Частный извоз спасал водителей от голода, поскольку в России не выжить на пенсию и даже на зарплату. И обездоленные, но с колесами, бомбили, составляя чрезвычайно серьезную альтернативу общественному транспорту. Но они не платили налоги. В полицейском государстве это непростительно. И грянула реформа такси. Только ради единственной цели – обложить извоз данью. В России любой рынок сначала черный, потом серый, затем ненадолго белый, потом окончательно серый. Сделать частный извоз немного белым, слегка прозрачным, ощутимо тарифицированным, неотвратимо налогооблагаемым считалось важнейшей задачей. Первыми от реформы такси погибли дедушки на «шестерках». Затем поредел строй шахидов. Потом иссякли одноразовые бомбилы, подбиравшие с тротуара. Но зато начали появляться вполне достоверные такси. Дороже, наглее, неудобнее. У них возникли условия, обстоятельства и претензии к пассажирам. Частники везли куда угодно и кого угодно. Эти же начали упираться, дорожить своевременным окончанием рабочего дня и зло смотреть на пассажиров. Государство не унималось, реформировало такси до полного улучшения. А потом возникли агрегаторы, Яндекс, всеобщая цифровая зависимость. Самый ощутимый результат компьютерного управления процессом и алгоритмов 21 века – возрождение рабовладения. Прогрессивные технологии вернули людей вспять, в III век до нашей эры, организовав работу таким образом, что на фоне рабовладения Средневековье стало казаться прогрессивным и привлекательным. В такси завелись ОСАГО, предрейсовый медосмотр, техосмотр 2 раза в год. Но вне зависимости от натиска налогов, требований, никто не диктовал, на чем ездить. Автомобиль не должен быть старым, но какой он марки, где сделан, какого класса, никого не интересовало. На чем вздумалось, на том и работай. А потом АвтоВАЗу выдали директором беглого министра транспорта Максима Соколова. Он провалил производство «Жигулей», добился разорения завода, обрушил продажи. Умный директор завода – большая редкость. Но Максим Соколов – это тот самый ноль, который становится точкой отсчета, поскольку ниже опуститься невозможно. Благодаря Максиму Соколову население отказывается покупать его «Лады», поэтому возникла идея принуждать потребителя к покупке, переписывая законы. Первым делом Максим Соколов наложил на всю отрасль новый налог – утилизационный сбор, в надежде, что конкуренты подорожают и станут не по карману. Поскольку АвтоВАЗ получает за утилизационный сбор компенсацию из бюджета, то свои цены он поднимет меньше остальных и в любом случае ничего не потеряет и непременно станет более выгодной покупкой. Не получилось. Люди до последнего пытаются увернуться от «Лады» и взять что-нибудь более похожее на автомобиль. Тогда Максим Соколов взялся за реформу такси и договорился о появлении специального закона, запрещающего использовать в такси любые автомобили, кроме его «Жигулей». Но бывшему министру транспорта нынешний министр торговли предложил вместо злоупотребления служебным положением картельный сговор, для чего требуется сделать вид, будто закон основан не на монопольных «Жигулях», а на объективных критериях локализации. А уж как обмануть всех и не дать конкурентам возможность поставлять автомобили в такси, это уж министр торговли сам сделает. Опубликован список автомобилей, которым Минпромторг разрешил работать в такси. Самый главный в стране автомобиль такси – Hyundai Solaris. Отрасли нужен именно он.
Никакие «Лады» никогда рядом не стояли. «Лады» умирают в 3 раза быстрее «Соляриса» и стоят в ремонте в 3 раза дороже. «Солярисы» выпускаются на заводе в Санкт-Петербурге. Им Минпромторг запретил работу в такси. Их в списке локализованных марок нет. Еще один конкурент «Жигулям» – китайский «Хавал», родом из Тульской области. Пока не было «Соляриса», именно он работал в такси, став заметным участником рынка. И его тоже нет в первой редакции Минпромторга. Запретив 2 главных конкурентов, в список разрешили вписать помимо «Лады» нелепого «УАЗика», никчемные «Эволюты», безумный «Солерс» и всякий одноразовый китайский мусор, расчистив дорогу «АвтоВАЗу», как и просил Максим Соколов. Реформа такси начиналась как налоговая, продолжилась как рабовладельческая, стала как марочная, но как с марочным вином так не получилось. В Мюнхене в музее судетских немцев открылась выставка «Фердинанд Порше и другие пионеры автомобилизации из Богемии и Моравии», из чего следует, что австриец Порше на самом деле чех. Он родился в Маффенсдорфе, ныне в Ратиславице, в семье судетских немцев. То есть он никогда и не был австрийцем, как принято считать. И только политические границы на момент его рождения в 1875 году относили эти земли к Австро-Венгрии, и Фердинанд Порше в действительности и был чешским немцем из Богемии. И при желании после войны успевал получить паспорт социалистической Чехословакии, пражскую прописку, вступить в коммунистическую партию и попроситься инженером на «Шкоду». Музей очень старательно предъявил этапы большого пути выдающегося инженера, не пытаясь обойти острые углы его биографии. Первый в мире гибрид – Лонер Порше 1901 года. Удивительный тогда, уникальный до сих пор. Сегодня мало кто помнит, что Фердинанд Порше работал главным инженером Даймлер-Бенца и создал несколько отличных автомобилей, которыми фирма Mercedes гордится до сих пор. Затем Фердинанд Порше конструировал рекордное ауто Юниона с невероятными двигателями V12 и V16. В 1931 году он закончил трудиться на других и начал работать на себя, открыв собственное конструкторское бюро в Штутгарте, и принялся за работу в настолько широком диапазоне, что был приглашен в СССР делать танки, самолеты и только в последнюю очередь автомобили. Он съездил в Советский Союз, огляделся и отказался. За эту поездку он потом долго отчитывался в гестапо. Вернувшись в Германию, Фердинанд Порше принялся за тот самый автомобиль, который мы знаем как Volkswagen Жук. Если бы за всю жизнь он сделал бы только эту машину, для истории автомобилизации ее было бы достаточно. Но мирный Жук получился только после войны. В войну Фердинанд Порше сделал из него армейский автомобиль вермахта повышенной проходимости Кюбельваген и невероятную плавающую амфибию Швимваген. Помимо этого, Порше вернулся к танковой теме и сделал самоходку «Фердинанд», за которую отсидел после войны во французской тюрьме. Но самая главная машина в биографии Фердинанда Порше – спортивная модель 356. Так принято считать, что является ошибкой. Именно к ней он не имеет никакого отношения, как и вообще ни к одной спортивной машине марки Порше. После тюрьмы Фердинанд перебрался в Германию и занялся конструированием и производством тракторов. В послевоенной стране на них был спрос, а на спортивные автомобили нет. К тому же работать с прежним размахом, как это получилось, например, на ауто Юнионе, не представлялось возможным. Модель 356 сделал сын Фердинанд Фердинандович Порше, взяв за основу единственное, что было под рукой – папину конструкцию Volkswagen Жук. Лаурин и Климент, оба чехи и даже из вежливости никак не судетские немцы, начинали с производства велосипедов, затем мотоциклов, потом автомобилей. В 1925 году произошло объединение с фирмой «Шкода». Невероятный мотоцикл «Бёмерланд», самый длинный в мире, 3 метра по прозвищу «Мототакса», официально имел 3 посадочных места. Максимальная скорость 95 км в час.
В городе Красная Липа его в 1925 году производил Альбин Хуго Либиш. Всемирно известная чешская фирма «Татра». Год образования 1850. Свое привычное имя получила с опозданием в 1919. Делала все – повозки, железнодорожные вагоны. В 1897 в числе первых в истории человечества сделала автомобиль. Вот эта машина «Дельта Татра Кабриолет» 1927 года произведена на немецком заводе во Франкфурте на Майне. Прожила в руках первого владельца до 50-го года. «Татры» всегда уникальны. У них хребтовые рамы из одной трубы под кузовом, независимые подвески на поперечных рессорах, оппозитные двигатели воздушного охлаждения. Главный конструктор «Татры» австриец Ганс Ледвинка на выставку достижений судетских немцев попал вскользь одной фотографией. Также одним портретом на выставку попал великий чех Альфред Нойбауэр, руководитель гоночной команды «Мерседес», талантом организатора, приводивший немецкую команду к победам с 1926 по 1955 годы. На любой выставке непременно должны быть открытия. Чешский автомобиль «Гаттер» имени Виллибальда Гаттера, про который никто никогда не слышал, из города Рихштадт, сегодня город Закупы. В 1930 году, покинув пост главного инженера Австро-Даймлера, где Виллибальд Гаттер работал вместе с Фердинандом Порше, он организовал производство дешевых автомобилей для народа, которые он так и рекламировал – Volksauto, а также Volkswagen. По цене они были чуть дороже мотоциклов. Этот Volkswagen Gatter прост настолько, что у него только одна дверь справа, зато две фары, 4 места и есть задняя передача. Первое время фара была одна, посадочных мест было только 2, задней передачи не было вовсе. Несмотря на скромную внешность, у машины гениальная коробка передач и трансмиссия конструкции Виллибальда Гаттера, двухтактный двигатель конструкции Виллерса, воздушного охлаждения. На своих машинках Гаттер побеждал на гонках и даже вызвал на дуэль великого Рудольфа Карачиолу на его «Мерседесе». Этот экземпляр Гаттера единственный в мире. Выставка пионеров автомобилизации в Музее судетских немцев открыта до 11 января будущего года. Мюнхен, Хохштрассе 10. Вход на выставку бесплатный. Главную погоню в кино Голливуд снял в 1968 году. В фильме «Инспектор Буллет» зеленый Форд Мустанг блистательно гонялся с черным Доджем Челленджером, став самостоятельным явлением кинематографа. Чрезвычайно популярный актер Стив Маккуин сам сидел за рулем. В салоне была установлена камера, что дало непривычный для тех времен очень натуральный эффект присутствия. Погоня получилась завораживающая, высокохудожественная, наглядная, упоительно долгая. 2 отличных автомобиля красиво носились по Сан-Франциско 9 минут 42 секунды, получив по результатам опросов общественного мнения титул «Лучшей погони в истории кино» и полагающиеся всякой легенде исторические неточности, поскольку хронометраж главного события имеет 2 параметра. К продолжительности гонки в 9 минут 42 секунды добавлена общая продолжительность сцены в 10 минут 53 секунды. Из вспомогательного эпизода, необходимого для связи главных сюжетных сцен, благодаря режиссеру Питеру Йейтсу, погоня превратилась в самостоятельное зрелище, постепенно достигнув смысловой автономии, когда фильм начали снимать ради погони, а прочие сюжетные ходы стали вспомогательными. В самом начале, когда погоня только начинала оформляться в самостоятельный жанр киноискусства, для ее поддержки требовался знаменитый актер. Зато когда погоня стала самодостаточным явлением, актер перестал иметь значение, и получилось наоборот. Не актер делал погоню знаменитой, а погоня делала неизвестного артиста кинозвездой. Кто мог в то время ответить на голливудский выпад и снять фильм с такой же погоней в главной роли? Бой дал французский режиссер Ашот Малакян, известный под псевдонимом Анри Вернёй, применив главное оружие европейского кинематографа
Жана Поля Бельмондо. В 1971 году вышел его фильм «Взломщики», отлично принятый французами и обруганный американцами. Лос-Анджелес Таймс написала: «На Бельмондо приятно смотреть даже в такой плоской и глупой роли. Неинтересный, не вовлекающий фильм». Это была откровенная ревность американской прессы за сопоставимо удачную французскую погоню. И если у Стива Маккуина оппонентами выступали два проходных персонажа, то в пару к Бельмондо выдали еще одну знаменитость эпохи – Омара Шарифа. Два очень популярных актера красиво и долго гонялись в кадре, став главным сюжетным решением фильма. Но технически Европа уступает Америке. В Штатах состязание «Мустанга» с «Челленджером» неизбежно получается увлекательным. Во Франции американскую машину в главной роли позволил только Клод Лелюш, но и то лишь потому, что ему отказала вся французская автомобильная промышленность и пришлось о продакт-плейсменте договариваться с Фордом. В результате этот французский реванш доверили европейским автомобилям. Бельмондо играл плохого. Для погони ему выдали красный Fiat 124 Special. Омар Шариф играл хорошего и гонялся на черном Opel Рекорде 1968 года. Но если режиссер Питер Йейтс поставил камеру в машину, снимал крупным планом и главного героя и погоню, то у Ашота Малакяна на крупных планах с Бельмондо комбинированная съемка. Потому что, в отличие от Стива Маккуина, Бельмондо плохой водитель. Вести машину в управляемом заносе он не умел. Крутить вольты и дрифтовать ему было крайне сложно. И хотя Бельмондо рвался все исполнять сам, дешевле было взять каскадера, чем учить актера скоростной езде. Но погоня получилась отличная. И крупных планов, наглядных деталей, пугающих кадров было предостаточно. «Фиат» с «Опелем» носились долго и воинственно. Их постоянно заносило, крутило и вертело. Они крушили город и бились сами, ободрались и переломались. В отдельных эпизодах видно, что даже убились насмерть, восстанавливаясь до приемлемого состояния в следующем фрагменте. Французы оценили фильм за Бельмондо и Омара Шарифа, но погоня произвела на них более сильное впечатление. Динамичное, беспощадное, очень американское. Франция была в восторге. Снимая Бельмондо и показывая его крупным планом за рулем, Омара Шарифа во время погони не показали ни разу. Он появился только красиво, выйдя из машины в конце, загнав плохого Бельмондо в тупик и перейдя к изящным шуткам и дальнейшему сюжету. Французская погоня длилась на 13 секунд меньше американской – 9 минут 29 секунд. Зато общий хронометраж эпизода получился больше – 11 минут 50 секунд. Больше американского на минуту и 3 секунды. Америка – страна автомобилей. Она не рассчитана на пешеходов, велосипедистов, скейтбордистов. Но программа нулевой смертности Vision Zero в Америке началась вслед за Европой, без паузы. Как только Швеция в 1997 году решила не умирать на дорогах, в Америке случилось понимание и поддержка. Но не повсеместная. Америка не стала поднимать нулевую смертность на федеральный уровень, оставив ее на усмотрение отдельных городов. В представлении шведов нулевая смертность в первую очередь касалась пешеходов. Именно их надо было спасать, для чего требуется испортить автомобильную промышленность, автомобильные законы, автомобильную инфраструктуру, автомобильную жизнь. За рулем должно стать хуже, чем пешком, что и приведет ко всеобщему равенству, братству, безопасности и нулевой смертности на дорогах. Убивать друг друга люди будут только в специально отведенных местах – в пабах, ресторанах, в ночных клубах. В Америке сделать автомобильную жизнь хуже пешеходной недопустимо, поэтому никаких всеобщих законов никто сочинять не стал, разрешив мэрам городов упражняться в нулевой смертности по своему усмотрению. В Нью-Йорке Vision Zero случилось в 2014 году, когда мэр де Блазио решил из завхоза превратиться в политика, и ему захотелось поиграть с электоратом. По сопоставимым причинам программа ухудшения автомобильной инфраструктуры и создания искусственных проблем для водителей поселилась в Лос-Анджелесе, в Сан-Матео, Бостоне, Денвере и целиком в штате Мэриленд. Остальная страна продолжила привычную жизнь за рулем, оставив в покое водителей и автомобили.
Для борьбы с автомобильной Америкой в стране существует Национальная администрация безопасности дорожного движения. Именно она пишет распоряжения и требования, как дороги сделать уже, скорость меньше, автомобили хуже. И когда в каком-нибудь городе у мэра случается Vision Zero, он обращается в эту организацию, получает готовые решения по зауживанию улиц, расширению тротуаров, высоте лежачих полицейских. Когда к Национальной администрации безопасности дорожного движения обращения нет, она самостоятельно нападает на автомобильную промышленность Америки, устраивает дизельгейт, диктует ей европейские звезды Евронкап, требуя не только свежего воздуха из выхлопной трубы и 2 пальца в розетку на ночь, но и те самые изменения в конструкции автомобилей, которые якобы обеспечивают безопасность пешеходов при столкновении с машиной. В Европе до сих пор страдают иллюзией, будто сбивать пешеходов можно безопасно и надо лишь привязать подушку на капот. Нынешний президент Дональд Трамп людей не любит, но любит автомобили. Настоящие, американские, с V8. Поэтому водители президентскую заботу получат, а пешеходы нет. А диктовать пользу для водителей будет не Национальная администрация безопасности, а производители автомобилей. И они первым делом отменили 5-ю звезду Евронкап, требовавшую с 2026 года обязательное наличие в новых автомобилях систем удержания в полосе, мониторинга слепых зон, экстренного торможения при обнаружении пешехода и электронного ошейника на водителя. Те же производители автомобилей поставили на место Национальную администрацию безопасности дорожного движения, и в 2029 году им не придется комплектовать все новые машины Америки астрологической системой автономного экстренного торможения АЕБ, предугадывающей неизбежную аварию и самостоятельно, вопреки воле водителя, тормозящую автомобиль до полной остановки со скоростью в 100 км в час. Задача системы АЕБ, чтобы водитель погиб непременно, а пешеход как повезет. Теперь АЕБ не нужна, и можно ехать дальше. Но самое важное, всеобщее, американское. Администрация Трампа отменила гранты для повышения безопасности улиц, строительства пешеходных дорожек и создания велосипедных дорог по всей стране. Администрация дала понять, что автомобили – их главный приоритет. К Трампу обратились взволнованные жители Сан-Диего, мэр которого заразился московским собянингом и решил сделать улицы узкими, тротуары широкими, автомобили запретить, велосипеды разрешить. Вместо того, чтобы нормально пристрелить такого мэра, люди натравили на него Трампа. Вывод администрации президента. Проект реконструкции улично-дорожной сети Сан-Диего снижает пропускную способность полос и делает дорожную сеть неблагоприятной для автомобилей. Вердикт – прекратить. Из Алабамы тоже достучались. Там против автомобилей выступил мэр Фэрфилда. Его проект был признан неблагоприятным для автомобилей и противоречащим приоритету Министерства транспорта по сохранению или увеличению пропускной способности дорог для автомобилей. Также был отменен проект в Бостоне, поскольку повышение безопасности могло снизить пропускную способность и скорость транспортных средств, возвращая американцам привычные дороги и нормальные автомобили. Трамп не только пишет указы и распоряжения, он добивает врага в его логове, возвращая в федеральный бюджет деньги, выделенные предшественниками на дорожную реконструкцию, и не собирается давать их впредь. Борьба с водителями и автомобилями велась за счет федеральных грантов. Теперь грантов не станет. Ни $1 на плохую жизнь за рулем. Нулевая смертность не за счет водителей и не из бюджета. Если пешеходы хотят жить, пусть не путаются под колесами. Грюндик, Телефункин, Блаупункт – большая немецкая тройка советского бытового вожделения. Все немецкое в Советском Союзе априори считалось Мерседесом. Немецкое хотелось всегда, везде, по любому поводу. А потом занавес подняли, и все стало возможным. И в Россию приехали немецкие машины, а в них звучала музыка из немецких магнитол большой германской тройки. А еще в нашу жизнь добавились немецкие телевизоры, видеокамеры, магнитофоны. Жизнь зазвучала, краски запылали, удача засверкала.
Фраза Высоцкого «у него приемник Грюндик ловит контра-ФРГ» перестала вызывать лишь ухмылку. Грюндик можно купить, ФРГ можно съездить. А потом все исчезло, куда-то делось, прекратилось. Никого из этих немцев не осталось. Ни Грюндика, ни Телефункена, ни Блаупункта. Ни слуху, ни духу. Они возникли где-то в начале прошлого века, но в 21 век почему-то не попали. Рядом с нами места им не нашлось. Великий Грюндик начался в 1938 году, в 2001 обанкротился, в 2003 ликвидирован. Основанный в 1903 году Телефункен теперь сдает свое имя в аренду туркам, выпускающим телевизоры. Всего в мире более 50 компаний используют в названиях слово «Телефункен», имея разную степень преемственности. Про Блаупункт тоже давно ничего не было слышно. Основанный в 1923 году под именем «Идеал», он запомнился автомобильными магнитолами. Первое время его «синяя точка» означала внутризаводской знак качества, потом стала фирменным названием и уважаемым брендом. Именно Блаупункт в 1932 году представил первый в Европе автомобильный радиоприемник. Десятилетиями эти радиоприемники были стандартным оборудованием миллионов автомобилей. Магнитолы Блаупункт восхищали, радовали, отлично звучали. Они даже успели вместе с нами перейти с кассет на CD и попасть в штатную комплектацию. Но когда мы в последний раз их видели? Как и двое других немцев, Блаупункт начал проигрывать японцам, затем китайцам, а также новым форматам, мультимедийным системам, не сумев ухватиться за цифровой стандарт. На днях германская пресса внезапно опубликовала новость про Блаупункт. Некролог. Окружной суд Хидельсхайма официально завершил процедуру банкротства, выплатив последние долги кредиторам. Банкротом компания Blaupunkt Technology GmbH объявила себя в 2015 году. На помощь ей тогда бросились инвесторы, но найти жизнеспособную концепцию бизнеса не удалось. Началась продажа по частям. Подразделение автоакустики досталось бельгийскому поставщику Premium Sound Solution, инженерный отдел Блаупункта предпринимателю Резвану Олосу. Резван Олос – румын, руководил подразделением Nokia и в 2008 году выкупил его у финнов и организовал в Германии собственный стартап Noveo по производству телематических продуктов для автомобильных компаний. Получив контракты от Audi, Bentley, BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Land Rover, но Блаупункту места в этих контрактах не нашлось. И в 2016 компания закрылась. Окружной суд вел дело о банкротстве 10 лет. За это время удалось выплатить долги, разрешить имущественные споры и, самое главное, защитить судебным решением товарные знаки, определив дальнейшие права на его использование. С 2023 года права на товарный знак Blaupunkt принадлежат американской компании Established, которая использует его для бытовой техники и потребительской электроники, что не имеет никакого отношения к первоначальному немецкому производителю Blaupunkt и никак не пересекается тематически. Автомобильные магнитолы они не делают. Если в поисковике набрать запрос, отыщется сайт, а на нем пылесосы Blaupunkt, посудомойки Blaupunkt, холодильники Blaupunkt, краны и раковины Blaupunkt и даже электрический чайник Blaupunkt. На сайте в часто задаваемых вопросах спрашивают, почему мне следует инвестировать в качественный чайник Blaupunkt? Отвечают, потому что его инновационные технологии обеспечивают повышенный комфорт и безопасность. Инвестировать в Blaupunkt было некому, но теперь можно инвестировать в чайник. Процесс банкротства завершен. Компания Blaupunkt исключена из торгового реестра. Прожив 102 года, она осталась синей точкой наших воспоминаний. Фестиваль японских автомобилей начинается сразу, как только выходишь на улицу, в любом городе мира. Но в Литве японский фестиваль обозначает начало летнего сезона и его закрытие, собираясь 2 раза в год, когда уже тепло, и во 2-й раз, пока еще тепло. Японцы сюда приезжают все правильные, какие есть.
Парадные, музейные, боевые, спортивные, гоночные, смешные, уважаемые, зачетные, красивые, легендарные. Toyota Land Cruiser 70-й серии, чтобы постоять рядом, воздать должное, еще раз захотеть себе такой и пообещать купить в следующий раз, потому что все прочее в мире проходящее, а 70-ка навсегда. Если 70-ка, тогда все ясно без вопросов, особенно когда короткая. Прежде ни разу в одном месте не собиралось 5 таких датсунов. Это как блондинки-фотомодели. Их в одном месте много никогда не водится. У каждой своя персональная паства, индивидуальный ареал обитания, зоркое отсутствие конкуренток, особенно твоих копий. Но здесь фотомодели собрались дружные и дружелюбные, да еще распахнувшие сокровенное. Прекрасная леди – лучшая модель фирмы Datsun. На самом деле единственная. Ни до, ни после Datsun ничего подобного не сделал. Зато с тех пор именно эта машина считается обязательной в коллекции любого приличного музея. А там, где за женщинами умеют ухаживать, они на ходу, один такой Datsun поднимает уровень мероприятия в разряд успешного праздника. Очень смешной платяной шкаф с функцией быстрого подскока к хозяину. Шкаф характерный для японского класса кейкаров, где любой микроавтобус на кого-то похож, кроме как на самого себя. Любая такая коробочка распознается с огромным трудом. Но именно эта штука – Subaru. По правилам кейкаростроения у нее нет двигателя. Во всяком случае, его крайне трудно найти без подсказок. Про место, где он прячется, надо знать заранее. Мотора нет спереди, его нет под сиденьем водителя, он не спрятан в базе. И если открыть багажник, там его тоже нет. Хотя он там есть, под полом багажного отделения. В машине 3 ряда сидений, посадочных мест 7+1, что позволяет в Японии работать маршруткой, а где-нибудь в Бангладеш междугородним автобусом и спокойно брать на борт человек 30. Прелесть такого Subaru в том, что он полноприводный. Toyota Celica Supra A60 третьего поколения образца 1981 года, про которую до сих пор принято спорить, Celica или Celica. Эта версия чуть длиннее соплатформенной Celica, чтобы в топовой комплектации поместилась рядная продольная шестерка. Как и полагается, у японцев была очень широкая линейка моторов. Конкретно у этой машины двигатель 2-литровый, что никак не мешает поклонению. В этой же стилистике Nissan Silvia S12, он же 200SX 4-го поколения, образца 1983 года. В те годы также выглядела еще и Mazda, и стремление припасть к любимому колесу требует разборчивости и навыка угадывать по еле заметным подсказкам и почти неприметным отличиям. В Японии эта Silvia продавалась еще и под именем «Газель», что никак не стыкуется с русскими «Газелями», но всякий раз возвращает к пониманию, что в нормальном мире «Газель» ни в коем случае не ругательство, а наоборот, комплимент. Японцы не верили в американский рынок и решили, что будет достаточно сделать по 5000 штук в каждом кузове. В результате Америка еле сохранила отдельные экземпляры, и китайцы по миру в поисках экспонатов для коллекции. А в Европе и Японии можно даже не коллекционировать, а до сих пор нормально ездить.
Nissan Президент. На вид седая старина. На самом деле японский консерватизм, нам известный и привычный на примере «Чайки ГАЗ-13». В СССР сменялись эпохи, даже генеральные секретари, а «Чайка» оставалась прежней. Этот консервативный президент аж 252-го поколения выпускался с 73 по 90 год. Предыдущие и последующие поколения отжили свое гораздо быстрее, а этот оставался в производстве 17 лет и пережил лишь один рестайлинг. Подобные автомобили всегда восхитительны старательным исполнением любой детали, продуманной затейливостью каждого решения, начиная от двигателя, непременно грандиозного, включая салон, максимально шикарный. Карбюраторный V8 объемом 4,4 литра, мощностью 200 лошадиных сил. Но в салоне президент интереснее, чем в езде. Внутри все еще правильный велюр вместо примитивной кожи и попытка ублажить и водителя, и пассажира. Несмотря на 4 места, автомобиль для двоих. Даже секретарша здесь лишняя. Немой водитель в белых перчатках, всегда готовый к неспешному харакири, и тот, у кого под спиной свой президент. С левым рулем эта машина не выпускалась, но изредка случался экспорт в Сингапур, Англию, Австралию. Когда деньги есть, а вкуса нет, тогда остается страдать нам. Subaru Impreza WRX STI. Первое поколение, второй рестайлинг. Эта импреза была самой любимой и самой удачной. То, что потом наворотило Subaru с импрезой, существенно пошатнуло здоровье фирмы. Как видите, это тюнинг, и в действительности машина ни разу не WRX и ни в коем случае не STI. Это самая начальная версия с мотором 1.6, но богато инкрустированная спортивным обвесом. С этой машиной мало кто знаком. Toyota Yaris GR. От обычного Яриса отличается всем, но в первую очередь количеством дверей. Когда Toyota приступила к проектированию вот этого 4-го поколения, от двухдверного кузова решили отказаться. Тогда к Акида Тойоде прибежали спортсмены и заявили, что они остались без машины для чемпионата мира WRC. Тойода и без того переживал, что все спортивные модели у него какие-то совместные. 86-я – это Subaru, Supra – BMW. И вопреки стонам маркетологов, Акида Тойода разрешил производство трехдверного Яриса в первую очередь для спортсменов. Конструировали машину вместе с раллийной командой и получили вот этот Yaris GR с трехцилиндровым мотором, объемом 1.6, мощностью 300 лошадиных сил. По 100 лошадиных сил с одного цилиндра. Вопросы, ответы, реплики. Анастасия. Не зря у русских то, что они обозвали словом «дорога», созвучно слову «дорого». Ну да, нам любые дороги дороги. Алекса Батькович. Как женщина, которая может из ничего сделать шляпку, салат, скандал
так и Асланян способен сделать репортаж даже из заурядной автовыставки. Джеймс Стэнфорд. Абсолютно некорректное сравнение и непонимание того, что СССР – это социализм, а Россия – это капитализм. Некорректно сравнение СССР и России, потому что тогда был социализм, сейчас капитализм, потому что тогда было 127 вольт, сейчас 220 вольт, тогда бензин был 76-й, а сейчас 92-й, тогда телевизоры были черно-белые, а сейчас цветные. На сегодня все. До свидания.